Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Русский язык логичный, как математика. Русский язык – флективный язык, что в русском языке есть флексии, суффиксы, префиксы, окончания. И у каждой флексии есть своя функция и свое значение. Поэтому слова в русском языке изменяются по родам, числам, падежам, временам и прочее. В русском языке много разных окончаний, суффиксов, префиксов. И в этом видео мы и будем говорить о флексиях русского языка, конкретно о префиксах русского языка и конкретно о префиксе «за». Уверена, что вы уже слышали такие слова, как «зайти», «заехать», «забежать», «заглянуть», «заработать», «засмотреться» и другие. Давайте вместе познакомимся с основными значениями префикса «за», чтобы знать, как и когда правильно говорить слова с префиксом «за». И первое значение – движение за предмет. Движение вглубь на большое расстояние. Зайти за дом, зайти, заехать, забежать, закинуть, затолкать, загнать. Куда я засунула ключи от машины? Не заплывайте так далеко, там глубоко. Футболист забил мяч. Попутное действие часто короткое по времени. Тоже зайти, забежать, заехать, то есть глаголы движения, заскочить, заглянуть, заночевать. Загляни на минутку ко мне в кабинет. По дороге на работу я зашел в магазин. Или Ваня забежал в аптеку за лекарством. Следующее. Распространение действия на всю поверхность. Заполнение пространства. Заесть, закрасить, запить, заполнить, заставить, застроить. Новый дом еще не заселили. Весь район застроили многоэтажками. Все дорожки в парке заметены снегом. Четвертое. Интенсивность действия, доведение до предела. Засмотреться, заглядеться, задуматься, заиграться, загуляться. Ты поздно пришел, мы тебя заждались. Он задумался и не услышал, как его звали. Друзья заговорились и не заметили, как проехали свою остановку. Далее. Получение. Захват в результате чего-либо. Заработать, заслужить, захватить, забрать. Хорошая работа заслуживает высокой оценки. Репутацию нужно заработать. Следующее значение. Совершение действия заранее, заблаговременно до какого-то события. Задумать, запланировать, заготовить, закупить. Надо закупить продуктов для праздничного стола. Миша запланировал поездку в Сибирь. Осенью и летом мы заготавливаем консервы на всю зиму. Следующее. Чрезмерность действия, направленного на объект. Зацеловать, заморозить, задарить, запугать. Бабушка закормила внуков вкусными пирожками. Сначала она их зацеловала, а потом она их закормила. Сын замучил бесконечными вопросами. Следующее значение – доведение до результата. Завершить, запаковать, закрыть, закончить. Мастер аккуратно завернул покупку в бумагу и завязал ленточкой. Сегодня холодно? Застегни куртку. Помещение информации на хранение внутрь чего-либо. Записать, запомнить, заучить, зарисовать. Андрей запомнил на всю жизнь слова отца. Трудно запомнить все правила русского языка. И еще одно. Начало действия. На одном месте или в разных направлениях. Забегаться, заговорить, загореться, заблестеть. Писатель встал и заходил по комнате. Мы поехали быстро.
В окнах замелькали дома, деревья, люди. А еще префикс «за» соответствует предлогу «за». Заглавие, заграница, задолго, заживо, замуж, заодно, заочно. И в конце этого видео несколько интересных глаголов с префиксом «за». Забросить что или забросить кого. Что значит не обращать внимания, не беспокоиться о ком-либо или о чем-либо. Ты совсем забросила свой проект. Зажить о ране, о царапине. Что значит перестать болеть. Вернуться в прежнее состояние. Зайти далеко. Чересчур много делать что-либо. Мне кажется, вы зашли далеко со своими шутками над ним. Захватить, сильно увлечь, заинтересовать. Его игра захватила зрителей. Вот основные значения префикса «за» в русском языке. Как видите, значений очень много, и они разные. Но когда вы встречаете слово с префиксом «за», вы можете вспомнить это видео и уже знать, какое значение будет в этом слове, которое вы встретили. А это был канал Russian Language Club, канал о русском языке и все, что с ним связано. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать другие наинтереснейшие видео о русском языке. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. Сегодня все. Пока-пока. До скорой встречи.